Если хочется попробовать что-то необычное, иногда стоит обратить внимание на странные и немного абсурдные игры, которые идеально подходят для того, чтобы скоротать время. Так как первая часть про IDLE некоторым пупсам зашла, я собрала еще несколько таких проектов с необычным юмором или просто нестандартным геймплеем. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Horriplant – мрачный и атмосферный данжен-кроулер, сочетающий элементы пошаговых боев, IDLE механик, головоломок и автобоя. Главный герой – безымянный рыцарь, потерявший память, который очнулся в забытом подземелье. Ты им исследуешь этажи, слышишь странные голоса, сражаешься с жуткими существами, добываешь ресурсы и улучшаешь экипировку. Каждый новый спуск открывает более сложные испытания. Чем глубже удается спуститься, тем сильнее становятся враги, и тем больше награда за победу. Подземелье в игре насчитывает более 1000 этажей, а благодаря элементам IDLE и автобоя персонаж продолжает развиваться даже во время повторных спусков, постепенно превращаясь из беспомощного в имбу. Со временем будет доступен собственный лагерь, где ты сможешь подготавливаться к походам. Развивай персонажа, ведь главная цель путешествия — спуститься достаточно глубоко, чтобы встретиться с тем, кто управляет этим кошмаром. Ну и заодно кедаврить божество. Интересный факт. Со слов создателя, он хотел сделать инкрементальную игру, которая не просто увеличивает числа, а рассказывает историю. Поэтому в Horriplant механика прокачки связана с исследованием лагеря, загадками и постепенным раскрытием сюжета, что, кстати, редкость для кликера. Игроки обнаружили, что некоторые предметы, найденные в глубине подземелья, используются не в бою, а для решения загадок в лагере, открывая новые комнаты или персонажей. Smash Hit Museum – это необычный симулятор музея с механиками кликера, где археология превращается в настоящий процесс разрушения и коллекционирования. Тебе предстоит разбивать огромные каменные глыбы, искать внутри древние артефакты и постепенно отстраивать собственный музей, который будет привлекать все больше посетителей. Так как ты изначально достоин, у тебя уже есть молот, то с каждым ударом по булыжнику можно открыть скрытые предметы, древние реликвии, фрагменты истории и так далее. Именно они становятся основой будущей музейной коллекции. Постепенно сможешь улучшать молоты, увеличивать силу ударов, скорость разрушения и даже разблокировать автодолбеж. Больше экспонатов, больше доход. Отдельную роль играет система престижа. В камнях можно находить специальные билеты музея, которые открывают более 50 уникальных навыков. Эти способности усиливают молоты, ускоряют разрушение камней и значительно повышают эффективность добычи артефактов. Интересный факт. Игроки заметили, что внутри разных типов камней могут скрываться артефакты из разных исторических эпох или случайные бонусы. Эти предметы заполняют музей и увеличивают приток посетителей, которые платят за вход. Этот элемент геймплея превращает игру из обычного кликер-проекта в экономическую симуляцию музея. Мектала Slime Loot Fest. Инкрементальное приключение, в котором тебе предстоит сражаться с ордами милых, но опасных слизней, собирать добычу и постепенно становиться все сильнее. Игра сочетает элементы RPG, IDLE механика кликера, где ты отправляешься в мир полный монстров, где каждое сражение приносит новые ресурсы, предметы и возможности для развития. Чем больше врагов удается победить, тем сильнее становится персонаж, и тем быстрее открываются новые механики. Одной из главных особенностей игры является большое древо навыков. Здесь каждый узел действительно влияет на стиль игры. Вместо обычных бонусов вроде небольшого увеличения урона, игрок получает способности, которые заметно меняют путь развития. С прогресса можно разблокировать верного лучника, который автоматически помогает уничтожать врагов, что ускоряет фарм ресурсов. Редкие из них позволяют настраивать билд персонажа, усиливать навыки и экспериментировать с разными стилями игры. Интересный факт. Блестящие монстры появляются значительно реже обычных и дают более мощные награды или эффекты. Также можно добывать руду, перерабатывать ее в драгоценные камни и усиливать персонажа. Несмотря на большое количество систем, полное прохождение игры занимает около 5-7 часов, в зависимости от билдов и твоей удачи. Outhold. Компактная стратегическая игра в жанре Tower Defense с элементами инкременталки. Тебе предстоит защищать свой оплот от бесконечных волн врагов, постепенно усиливая оборону и открывая новые возможности через древо улучшений. Каждый забег начинается с ограниченными ресурсами и базовыми возможностями. По мере прохождения волн врагов ты зарабатываешь ресурсы, которые можно потратить на улучшение башен и развитие базы. Экспериментируй с различными билдами, комбинируй апгрейды и прочее, так как здесь нет одного правильного способа прохождения. Можно сосредоточиться на прокачке одной мощной башни и превратить ее в главное оружие обороны. Или же настроить несколько башен так, чтобы стала сложнее система защиты, которая будет уничтожать врагов еще на подходе к базе. Проект рассчитан примерно на 4-5 часов основного прохождения, однако после завершения основной кампании открывается дополнительный контент и более сложный режим для игроков. Интересный факт. Все улучшения в древе навыков можно бесплатно сбрасывать и перераспределять. Поэтому можно свободно экспериментировать с различными стратегиями и находить самые эффективные комбинации защиты.
защиты. Некоторые способности позволяют использовать деньги как оружие, превращая накопленную валюту в пули, которыми игрок может лично атаковать врагов. Тенгиз-гус. Необычная делая игра, в которой ты выращиваешь чужого в виде гусиного дерева из пузовых полостей и строишь вокруг него целую экономику. Выглядит сюрреалистичненько, но она правда прикольная. Основная механика игры основана на слиянии с бесконечно вечным. Гусята появляются на дереве и начинают двигаться по цепочке устройств. Ты соединяешь их между собой, создавая новые формы и уровни существ. Чем выше уровень гуся, тем больше прибыли он приносит. По мере развития тебе откроются различные улучшения и особые модификации древа. Среди них могут быть конвейерные ленты, необычные мутации и другие причудливые элементы, которые меняют движение гусят и увеличивают эффективность всей системы. Благодаря этому простая схема постепенно превращается в сложную автоматизированную сеть. После каждого этапа усиливаются корни дерева, что позволяет открывать новые навыки и бонусы. Каждая игровая сессия может отличаться благодаря случайным событиям, необычным магазинам и редким апгрейдам. Интересный факт. Игроки заметили, что деньги в игре зарабатываются с помощью маленьких существ Тинги, которые прыгают, падают и взаимодействуют с объектами на карте, увеличив доход. Также обнаружили странную пасхалку. Под системой прокачки Skill Cow скрывается корова, которая поставляет кальций для роста гусей и открывает новые навыки. А какие еще интересные инкременталки ты знаешь? Обязательно поделись в комментариях. Если тебя что-то зацепило, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.